Всем привет! Меня зовут Ольга. Я представляю строительную компанию ГУРа и салон декоративных покрытий ГУРа Декор. Мы находимся в городе Ижевске. Снимаем видео для любителей, для тех, кто обучается только нанесению, или для тех, кто самостоятельно хочет попробовать эту тему дома, например, что-то отремонтировать. Снимаем видео по нанесению. Сегодня мы хотим рассмотреть материал травертин. Это торговая марка Effectum. Мы пользуемся этим травертином. Он нам очень нравится. И хотим мы показать выкрас, который имитирует в какой-то степени натуральный камень. Итак, приступим. Итак, мы наносим материал травертин однородным слоем, примерно 1,5-2 мм. Слой этот должен укрыть существующую стену, то есть он не должен быть совсем тонким наздир, чтобы просвечивать, но и сильно толстым наносить не нужно. Тоненький однородный слой, примерно миллиметровый, чтобы укрыть поверхность. Вот таким способом, с помощью кельмы декоративной, мы используем венецианскую кельму Паван, дорогую. Есть дешевые кельмы, в принципе, тоже подойдет. У кого нет денег на дорогую, можно дешевыми кельмами тоже пользоваться. Нанесли. Дальше мы берем валик, мини-валик с мелким ворсом. Валик можно заменить на кисть. И рисуем вот такие вот шероховатые борозды. Разными движениями, то есть направление вы берете одно, например, это у вас может быть диагональ или вертикаль или горизонталь, неважно, но направление одно, но полосы между собой не на равном расстоянии, а вот так вот хаотично расположены. Вот такую шершавость нам нужно, полосатую. Кривенькую полосатую шершавость. Наносим валиком с мелким ворсом. Далее нам потребуется шпатель или мастихин. То есть такой инструмент, которым мы просто процарапаем травертин. То есть мы сделаем борозды. Вот шпатель. То есть мы процарапываем травертин, пока он сырой. Рука может искусственно дрожать, чтобы были такие рваные полоски. И направление полосы должно соответствовать травертину, да, и полосе от валика. Но не повторять его, а просто соответствовать. В том же направлении наносим. Немножко, когда материал подсох, ну как подвялился, так он чуть-чуть подстыл, мы берем чистую кельму и приглаживаем. То есть наша цель пригладить поверхность. Не размазать обратно вот эти полосы и вот эту шероховатость, а просто пригладить, чтобы стена была на ощупь приятная, гладкая. Приглаживаем, при этом оставляя на месте шероховатость и царапины, вот эти борозды. После этого мы ждем подсыхания травертина. То есть это может быть полдня, это могут быть сутки, все зависит от влажности. То есть вот у нас он готовый черновой вариант. Далее мы работаем с цветом. Можно использовать валик мини, можно использовать губку, кисть. То есть вы рисуете вот эти полоски темные. Мы используем воск колерованный, декоративный воск. Не воск для венецианской штукатурки, а восковую эмульсию, как густой-густой лак. То есть мы его заколеровали, и вот эти полоски мы прорисовываем. Они могут быть серыми, коричневыми. Вот какой цвет вы захотите, такими они и будут. И дальше эти полоски мы втираем в материал. Видите, как он размазывается? То есть темный цвет забивается вот в эти трещины и в шероховатости. Верхушки гладкие травертина, которые вы приглаживали, они более светлые остаются. Сейчас у нас явные такие получились темные полосы. Для того, чтобы убрать вот эти темные полосы, нам нужен обычный воск не колерованный и губка. То есть губочкой нанесем и растушуем. Теперь мы возьмем воск бесцветный и вот растушевываем. То есть намазываем, намазываем, намазываем и потом также кельмой. Это чтобы убрать явные полосы. Явные полосы это никогда не красиво. Должен быть цвет хоть и разный, да, такой пятнистый, но вот не такой явный. Вот примерно что получается. Размазываем кельмой. Также мы воск по поверхности бесцветный. Тем самым растушевываются яркие пятна от предыдущего колерованного воска. И поверхность становится более естественная, что ли, как это сказать. То есть вот так вот примерно имитируется камень. Цвет каждый выбирает под себя, каким он видит.
цвет можно регулировать. Вот если бы мы сейчас хотели его засветлить, мы бы взяли еще воск бесцветный, еще бы добавили на поверхность и размазывая, растирая, растушевывая, мы бы его засветлили. Вот даже сейчас видно, что он становится светлее. И он становится более естественным, более похожим на камень. Он гладкий, приятный на ощупь. Вот такой вот травертин. В конце вы увидите еще, как он выглядит в готовом виде, вот с разных ракурсов. Ну вот, в принципе, вот такое вот было нанесение, достаточно несложное. Травертин, торговая марка Effectum, напоминаю. Использовался материал, в среднем расход его был 200 кг на квадратный метр. Плюс был воск колерованный расходом примерно 100 грамм на квадратный метр. Итого у нас вышла стоимость материала в районе 300-350 рублей за квадратный метр. Все вопросы, которые мы не озвучили и не разобрали, вы можете задавать в комментариях. Если вам понравилось видео, не забывайте, пожалуйста, ставить лайк и подписываться на наш канал. Тем самым, когда вы ставите лайки и подписываетесь, мы видим, что наши видео кому-то интересны и продолжаем снимать еще новые и новые видео. Также вы можете ставить запросы, например, покажите это, покажите то, и мы будем для вас снимать. А еще вы можете заказать материал. То есть, либо если вы находитесь в Ижевске, то приехать к нам. Мы находимся в строительном центре «Гвоздь». Это синий зал, офис 132, отдел «Гуродекор». Получить там подробную консультацию и так далее. Или можете, если вы не в Ижевске, то заказать материал. У нас есть оплата на сайте. У нас есть любая форма доставки, любая форма оплаты. То есть мы вам его укомплектуем и по необходимому выкрасу снимем видео, отправим вам. Либо на нашем канале вы его увидите, либо на электронную почту, там уже по договоренности. Ну все, всем пока.